Иногда кажется, что успех — это удел избранных. Но за каждой сияющей улыбкой актера, за каждым их выходом на экран скрываются годы тяжелого труда, бесконечные кастинги и сотни отказов. Южная Корея — страна, где конкуренция в индустрии настолько высока, что тысячи молодых людей сдаются на полпути. Но есть те, кто не остановился, кто доказал, что мечта стоит борьбы. Именно они сегодня не только кумиры миллионов, но и самые высокооплачиваемые актеры страны. Их истории — это не просто слава, это путь, который может вдохновить каждого из нас. Ли Мин Хо — символ корейской волны и золотые контракты. Ли Мин Хо начинал свой путь с тяжелых испытаний. В юности он мечтал стать футболистом, но травма закрыла эту дорогу. Случайно выбранная профессия актера превратила его жизнь. Переломный момент настал в 2009 году с дорамой «Цветочки после ягодок». Сегодня Ли Мин Хо входит в число самых богатых актеров Кореи. Его гонорар за одну серию составляет около $80 тысяч. Но главная часть его доходов идет не только от съемок, а от рекламы. Ли Мин Хо — лицо таких брендов, как Samsung, LG, Innisfree и Kia. За один рекламный контракт он получает миллионы долларов. Его пример показывает, что статус актера в Корее давно вышел за рамки кинематографа. Это уже глобальная индустрия, где реклама, социальные сети и мировые бренды приносят не меньше, чем главные роли в дорамах. Состояние Ли Мин Хо оценивается в десятки миллионов долларов, и он продолжает укреплять свое влияние как в Корее, так и за ее пределами. Сон Джун Ки — феномен после возвращения. Сон Джун Ки всегда считался талантливым, но его настоящая слава пришла после дорамы «Потомки солнца» в 2016 году. Этот проект сделал его не только любимцем миллионов зрителей, но и одним из самых дорогих актеров Кореи. Сегодня его гонорар за одну серию составляет около $100 тысяч. Но основная часть доходов актера идет от рекламы. Сон Джун Ки сотрудничал с такими брендами, как Торек, Топтен, Саэм и Blossom Entertainment. За каждый контракт он получает миллионы, а его лицо можно увидеть на плакатах по всей Азии. Особенно важным моментом стало его участие в сериале «Винченцо» в 2021 году. Этот проект укрепил его статус и еще больше поднял цену за его участие. Кроме того, он снимается в кино, где за одну главную роль может заработать несколько миллионов долларов. По оценкам экспертов, состояние Сон Джун Ки превышает $20 миллионов. Его доходы складываются из сериалов, фильмов и рекламы, а популярность в Китае и Японии приносит ему дополнительные международные контракты. История Сон Джун Ки показывает, даже после долгого перерыва в армии можно вернуться и стать номер один в индустрии. Хён Бин — романтик, покоривший мир. Хён Бин начал свой путь в начале 2000-х, но настоящая популярность пришла к нему после дорамы «Тайный сад» в 2010 году. Настоящий же взрыв случился с выходом аварийной посадки любви в 2019 году, когда о нем заговорили не только в Корее, но и во всем мире. Его гонорар за одну серию сегодня составляет около $120 тысяч. Но главное богатство актера кроется в рекламе. Он сотрудничает с мировыми брендами Omega, Mercedes-Benz, Louis Vuitton, а также с южнокорейскими компаниями Hyundai и Lotte. За один контракт Хён Бин получает миллионы долларов. После свадьбы с актрисой Сон Е Джин их пара стала самой обсуждаемой в Азии. Этот брак усилил его популярность и открыл новые рекламные предложения. Хён Бин не только актер, но и человек-бренд. Его образ ассоциируется с элегантностью, романтикой и статусом. По данным южнокорейских СМИ, состояние Хён Бина превышает $25 миллионов. Его доходы складываются из сериалов, фильмов, рекламных контрактов и инвестиций в недвижимость. История Хён Бина — это пример того, как один проект может изменить всю карьеру и превратить актера в международного кумира. Сон Син Хон — классика корейской драмы и бизнес вне экрана.
Сон Син Хон стал известен еще в конце 90-х, после дорамы «Осень в моем сердце», которая стала одной из первых работ, открывших миру феномен корейской волны. С тех пор он прочно закрепился в индустрии как актер, чье имя ассоциируется с романтическими драмами и высококачественными проектами. Его гонорар за одну серию достигает $150 тысяч. Но доходы актера этим не ограничиваются. Он активно работает с рекламой, от косметических брендов до автомобилей и часов. За один контракт Сон Син Хон получает миллионы долларов, а его популярность в Китае и Японии позволяет ему подписывать международные соглашения. Кроме актерской деятельности, он инвестирует в бизнес. У него есть доля в ресторанном бизнесе и недвижимости, что делает его финансово независимым от ролей. Это редкий пример, когда актер грамотно сочетает карьеру и предпринимательство. Общее состояние Сон Син Хона оценивается примерно в $30 миллионов. Его доходы складываются из съемок, рекламы, зарубежных контрактов и бизнеса. История Сон Син Хона — это пример того, что карьера актера не должна ограничиваться только экраном. Настоящий успех приходит, когда человек умеет использовать свое имя как бренд и расширяет горизонты. Ким Су Хён — самый дорогой актер Кореи. Ким Су Хён ворвался в индустрию с дорамы «Санюнджи. Мои мечты» в конце 2000-х, но настоящая слава пришла к нему после лунной «Embracing Солнце» в 2012 году. А когда вышла дорама «Моя любовь со звезды» в 2013-м, он стал не просто кумиром в Корее, а мировой звездой. Сегодня Ким Су Хён — самый высокооплачиваемый актер Южной Кореи. Его гонорар за одну серию превышает $200 тысяч. Это абсолютный рекорд для индустрии. Но его доходы не ограничиваются съемками. Он является лицом десятков рекламных кампаний, от косметики и одежды до автомобилей и электроники. Каждый контракт приносит ему миллионы долларов. Особенно ценят Ким Су Хёна в Китае и Японии. После выхода «Моей любви со звезды» он стал настоящей сенсацией на этих рынках, что принесло ему многомиллионные рекламные контракты за пределами Кореи. По оценкам экспертов, состояние Ким Су Хёна превышает $50 миллионов. Помимо актерской карьеры и рекламы, он вкладывает средства в недвижимость, что делает его финансово одним из самых устойчивых звездных актеров. История Ким Су Хёна — это не только вершина его карьеры, но и символ того, как далеко может привести упорство и вера в себя. Его путь словно ставит финальную точку в этом списке и подводит нас к главному выводу: все эти актеры своим примером доказали, что мечта способна превратиться в реальность. Истории этих актеров доказывают, успех не приходит случайно. Каждый из них начинал с нуля, сталкивался с трудностями, ошибками и неудачами. Ли Мин Хо потерял мечту о спорте, но нашел себя в актерстве. Сон Джун Ки вернулся после армии и доказал, что пауза не разрушает карьеру. Хён Бин показал, что одна роль может изменить все. Сон Син Хон научил, что актер может быть и предпринимателем. А Ким Су Хён стал символом дисциплины и упорства, поднявшись на самую вершину индустрии. Их миллионы долларов, их рекорды и мировое признание — это не просто цифры. Это результат веры в себя и постоянного труда. Они стали брендами, символами Кореи, но главное — примерами того, что мечта достижима. И если зритель, глядя на эти истории, подумает: а смогу ли я? Ответ прост — да. Потому что каждый из этих актеров когда-то был обычным человеком, но не сдался. Их путь — это мотивация для нас всех. Если они смогли превратить свои мечты в миллионы, значит, и твоя мечта стоит борьбы.